Приветствую, друзья! Как можно заметить на картах, системные продвижения каждые сутки русской армии не прекращаются, и натовская частная военная компания фактически за уже практически год ничего не может сделать с тем, что все-таки оборона у них сыпется, и они вынуждены бежать с позиций. Ну и это сопровождается все, конечно, массовым уничтожением натовской техники и личного состава натовской ЧВК ВСУ. При этом натовские наемники подтверждают, что действительно продвижение есть, при этом отрицание суровой действительности на различных аналитических картах натовских наемников играет очень серьезно на руку нашей русской армии, потому что обратите внимание на эту карту, которую опубликовали на ресурсах натовской ЧВК ВСУ. Здесь фактически уже полноценный сформировавшийся котел, из которого уже, мягко говоря, не получится выбраться живым. Ну и в лучшем случае там это 300, или если очень-очень повезло, это можно, так сказать, отделаться легким испугом, потому что фактически котел захлопнут, но тем не менее сейчас мы видим, что натовская ЧВК только сейчас об этом сообщила, хотя по факту это событие уже прошло неделю назад. И таким образом, по нашим данным, около 600 натовских наемников остались в котле, и естественно сейчас русская армия методично их переваривает. Ну и, собственно, в ближайшее время можно, конечно же, ожидать полного освобождения территории, которые находятся внутри котла. Но пока различные натовские аналитики привыкают к новой действительности, мы видим, что Зеленский решил формировать уже будущую действительность и сфотографировался на фоне стелы на въезде в Харьков. А это означает, что очень скоро Харьков просто уже, конечно же, будет освобожден, и, естественно, уже там начнутся процессы в области о присоединении к Российской Федерации, потому что объективно там местные жители давным-давно этого ждут, и они уже заслужили это уже фактически даже своей партизанской деятельностью, потому что по факту сейчас в Харькове натовским наемникам, мягко говоря, очень небезопасно где-то размещать различные склады, там, боеприпасов, техники там и так далее, потому что туда регулярно прилетает от ВКС РФ не без помощи партизан. При этом идет планомерное уничтожение заграничных наемников. Например, итальянский наемник отправится себе домой в гробу. Ну и, конечно же, уже по традиции различные колумбийские наемники также отправятся домой в гробах. И такая практика сейчас, она будет все более и более нарастать, потому что объективно пушечного мяса в натовской ЧВК ВСУ не хватает, поэтому у Пентагона нет вариантов, кроме как задействовать пушечное мясо из-за границы. В свою очередь, натовская ЧВК ВСУ пытается постепенно осваивать наземные дроны, и уже адаптировали наземный дрон к установке ПЗРК. И, конечно же, подобного рода микс направлен на попытку уничтожения наших российских дронов или российских вертолетов и так далее. Ну и, конечно, на поле боя особо такая история натовским наемникам не пригодилась, потому что каким-то образом боевых каких-то результатов, по нашим данным, подобного рода практика не имеет. Ну а ВКС РФ планомерно продолжает работать по логистике натовской ЧВК, уничтожая мосты, и авиабомбы, смотрим коллекции планирования, в этом плане просто хорошо себя зарекомендовали, и нужно отдать должное, все-таки модули коррекции планирования сейчас работают очень точно, и бомба прилетает именно туда, куда надо. При этом радует также наше тактическое ПВО, потому что на этих кадрах можно заметить, насколько качественно и жестко работают дроны от Рубикона, и это действительно поражает, потому что количество натовских уничтоженных дронов разведывательных очень, серьезное, и очевидно, что развитие в подобного рода подразделениях типа Рубикона, конечно же, будет обозначать просто уничтожение натовских наемников и натовских различных разведывательных дронов и так далее, просто в невероятных масштабах. При этом сейчас очень идет активное тестирование новых методов. И на кадрах можно заметить, как специальный заряд ставится на дрон, и дрон просто подлетает, штырем просто протыкивает, можно сказать, со взрывателем натовский дрон уничтожается, а наш дрон фактически остается цел. И в процентах 80 случаев получается, что
наш дрон просто возвращаются на базу, и с учетом вот дальнейших модернизаций и так далее, можно довести, конечно же, показатель с 80 до 90, до 99%, и таким образом натовские разведывательные дроны камикадзе будут уничтожаться, ну а наши дроны будут оставаться целыми. Параллельно с этим идут массовые прилеты от ВКС РФ по различным объектам логистики натовской ЧВК ВСУ и военным объектам. Вот и в Синельниково прилетало, и конкретно уже даже по Лозовой железнодорожной станции в Харьковской области также очень жестко прилетело, потому что натовская ЧВК в последние дни очень много позволяла себе бить по нашим российским ЖД-станциям, но тем не менее все-таки ВКС РФ решили проучить таким образом все-таки режимников Зеленского и показали, насколько у ВКС РФ есть возможность бить по железнодорожным станциям, и очевидно по кадрам действительно у ВКС РФ возможностей просто в десятки раз больше с учетом масштаба разрушения. На этом фоне министр обороны Зеленского пан Шмыгаль заявил, что западные страны придумали новый формат финансирования натовской ЧВК ВСУ. По $500 миллионов должны будут скидываться те страны, которые могут скидываться. И якобы вот уже первый транш будет выделен от Нидерландов, ну а собственно США будут в этом плане выступать в роли магазина оружия и собственно таким образом будут продолжать финансировать натовскую частную военную компанию ВСУ. При этом нужно отметить, что вот дефицит торговый сейчас в Недорейхе просто колоссальный, и фактически вот все тяжелее и тяжелее западным странам тянуть вот это ярмо финансовое в виде режима Зеленского, его структуры коррупционеров, воров и так далее. И сейчас все больше и больше западные страны задают себе вопрос, а надо ли это делать, потому что действительно затраты на содержание режима Зеленского и ЧВК ВСУ просто колоссальные. Ну и, собственно, доходы, не сказать, что вот просто слишком вот, ну и доходы, не сказать, чтобы сильно так зашкаливают, потому что у США в этом плане серьезные проблемы. Все-таки дефицит бюджета в США также сказывается, и западным странам все больше приходится все-таки своим трудом зарабатывать, нежели как раньше просто печатать валюту и получать все, что им вздумается. Поэтому сейчас они трижды думают, нежели все-таки включать печатный станок. Именно поэтому гайки в натовской колонии Украины Зеленского начинают закручивать все жестче и жестче, и конкретно вот уже даже вот команда Ермака и Зеленского попала под раздачу. И тут и арестовали и Гайдая, отправили его в тюрьму с залогом по 10 миллионов гривен. Ну и различных вот командиров там бригад националистических также вот уже оформили как коррупционеров и отправили в СИЗО с многомиллионными залогами. И если вот раньше вот глава СБУ рассказывал, что ни в коем случае этих генералов нельзя сажать в тюрьму, потому что там наемники, националисты взбунтуются. Мы видим, что националистам абсолютно плевать, им лишь бы зарплату платили, и никто не взбунтуется. Поэтому очевидно, что все вот это вот воровское кодло сейчас все-таки будут ограничивать аппетитах из-за границы и действовать будут очень результативно. Но в Соединенных Штатах возмущаются тем, что Индия все-таки ведет себя вызывающе и не хочет подчиняться воле Соединенных Штатов. И фактически вчера МИД Индии послал в пешеэротическое путешествие все хотелки США в отношении ограничения закупок российской нефти и газа. И Индия обозначила, что у нее есть суверенитет, национальные интересы, поэтому желания США в это все не вписываются. Подобная позиция недавно уже была озвучена в Бразилии, и также США вместе с Трампом послали в пешеэротическое путешествие. Ну и, конечно же, Китай также уже многократно обозначил свою позицию, что у России как покупали нефть и газ и прочие товары, так и будут покупать и плевать абсолютно на то, что хотят в Вашингтоне. А это все-таки означает, что страны БРИКС объективно выдержали накат западных стран и фактически вот обрушили очень серьезные планы западных элит в отношении вот экономических ударов по России. Китай даже на этом фоне серьезно вооружается даже надводными уже дронами, которые, конечно же, будут задействованы в операции по возврату Тайваня в родную гавань, потому что это территория Китая, очевидно, и сейчас оттуда, конечно, будут в ближайшие годы выбивать американцев постепенно и их
марионеточное правительство Тайваня. Поэтому сейчас очень активно тестируются и надводные различные дроны для там разминирования и прочих моментов. Ну и, конечно же, истребители новейшего, так сказать, поколения, 5-го или даже 6-го уже в Китае, там сложно понять. И все больше и больше мы видим уже вот истребители в, так сказать, полномасштабном размере, которые вовсю тестируются. При этом из Африки также идут хорошие новости. Нигер вчера объявил Россию своим стратегическим партнером и полностью, как мы знаем, недавно выгнал французские войска. И сейчас, конечно же, Нигер остается фактически таким вот главным источником урана для атомной промышленности, атомной энергетики конкретно Франции. И такой вот партнер стратегический, полагаю, России очень и очень пригодится. Ну и, конечно же, сейчас вот на вот бывших французских различных базах очень скоро могут разместиться наши уже российские войска из африканского корпуса, и не только. Поэтому сейчас, конечно же, с помощью вот беспилотников, особенно вот дальних, можно там в Африке сейчас африканскому корпусу очень серьезно развить проецирование нашей вот российской мощи. При этом вчера в России также обозначили очень важную новость. Министерство иностранных дел объявило о том, что договоры об ограничении ракет малой и средней дальности сейчас уже фактически вот канул в лету. Это означает, что ракеты с ядерной боевой частью малой и средней дальности могут размещать где угодно страны НАТО, ну и, конечно же, наша Родина. А это означает все-таки очень серьезный виток гонки вооружений в этом сегменте. И, естественно, это очень и очень приближает человечество к ядерному конфликту, потому что если малые и средние ракеты малой и средней дальности развернуты, например, там в странах Евросоюза, то подлетное время до Москвы или до Петербурга конкретно уже где-то 5 там, или 8 минут, а это уже, знаете, очень и очень мало. Это, можно сказать, знаете, публичное выступление началось с какого-то вот представителя власти, и, собственно, уже можно по нему, блоку НАТО, высылать ракету. А это очень, знаете, серьезный риск вот, и возможность для блока НАТО наносить различные вот обезглавливающие удары, которые, как мы знаем, они очень любят. Ну и в этом плане, конечно, это делает наш мир очень и очень небезопасным. При этом, конечно же, это все инициатива блока НАТО, потому что агрессивные действия Североатлантического альянса конкретно привели к данной ситуации. Понятное дело, сложа руки, у нас никто сидеть не будет, поэтому уже вот с 4 по 8 августа на полигоне конкретно обозначили уже бесполетную зону, потому что там будут проходить различные тестовые пуски, и не только. Может быть, даже с этого полигона полететь орешник и, знаете, куда-нибудь по территории натовского Недорейха, ну или далее. Но в Недорейхе Зеленского назревает уже определенный бунт против системы контроля западных стран в виде так называемых антикоррупционных органов, потому что олигархат украинский думал, что они будут панувати, то есть руководить всеми процессами на оккупированной блоком НАТО территории, а оказалось, что все-таки западные страны хотят администрировать напрямую свою колонию, и олигархат просто отстраняет. Поэтому уже вот даже Тимошенко разразилась в прессе критикой конкретно западных стран, да мол, как вы посмели делать из нас колонию, якобы Украина не Афганистан и так далее. Хотя по факту, если разобраться, то в Афганистане тогда было гораздо больше суверенитета, даже при наличии американских войск, потому что тогда была серьезная вот внутренняя борьба Талибана, и объективно там в Афганистане была ситуация такая вот, ну, очень тяжелая, но тем не менее там шло постоянно противостояние. Сейчас мы видим, что олигархат даже не пытается противостоять, только изредка начинает тихонько критиковать. Поэтому сейчас, конечно же, объективно вся надежда на нашу большую родину, на Россию, на русскую армию, потому что именно эта сила может освободить нашу землю и все-таки закончить, наконец, процесс воссоединения народа и территорий. Ну а местное население пытается, конечно же, на оккупированной блоком НАТО территории, пытаться каким-то образом давать отпор бандам ТЦКшников и полицая. Доходит до того, что вот уже конкретно гранату приходится человеку выдергивать там с чекой и пистолетом угрожать ТЦКшникам, чтобы
чтобы его не забрали. Поэтому сейчас вот таких вот инцидентов, когда вот люди уже в отчаянии вот отрывают чеку от гранаты, лишь бы вот банда ТЦКшников каким-то образом не тронула его, это конкретно вот уже та реальность, которая там существует, причем очень и очень долго. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции на него находится в описании под этим видео. До скорого!